Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня я вам покажу, как сделать очень простым способом подсолнухи. И самое интересное в том, что лето заканчивается, а я решила добраться до этих цветов. Хотя, думаю, в осенних композициях они будут смотреться очень и очень красиво. Я одну для себя уже придумала, так что буду воплощать свою идею в новом букете. Но сегодня давайте я вам покажу, как их сделать. Также с ними можно экспериментировать очень много и лепестки выстраивать так, как вы хотите. Для работы я буду использовать гофрированную бумагу производства Италия 180 грамм. Все цвета вы видите на экране. Также ссылку на схему самого подсолнуха, на все цвета бумаги, полностью вся информация будет в описании к этому видео. Ну а теперь давайте начинать. Для серединки я буду использовать полоски бумаги двух оттенков коричневого цвета. Размер каждого из этих отрезков у меня 2 на 13 сантиметров. Я взяла 4 полоски и теперь буду их мелко-мелко нарезать. Для того, чтобы было нам удобнее это делать, я складываю 2 отрезка вместе. И после этого я начинаю склеивать их между собой. Склеивать я начинаю не с самого начала, для того, чтобы после того, как мы скрутим нашу серединку, у нас нигде не было утолщений. И все края у нас были плавными. Поэтому каждый следующий отрезок я приклеиваю, немножко отступая от края. И приклеиваю так, чтобы сверху у нас было все на одном уровне. Ну а если у вас это не получилось, то после того, как вы склеите все свои полосочки между собой, просто сверху ровненько обрежьте. Сделали вот такую заготовку, а теперь давайте ее приклеивать. Я буду использовать для стебля своего цветочка обычный электрический провод. Вы же можете использовать также флористический провод или любой другой. Также и деревянные шпажки, в зависимости от того, для чего вы будете в дальнейшем использовать свои цветы. Наношу клей и начинаю скручивать. Скручивать можно начинать с любой стороны, это не принципиально. Главное, хорошо все приклеивайте. Сделали серединку, ее немножко можно распушить в разные стороны. Также вы можете сами выбирать, и размер вашей серединки вы можете еще добавить и сделать ее намного-намного больше. Поэтому смотрите уже сами. Ну и теперь сделаем с вами сам листик. Для листика я буду использовать кусочек 8,5 на 11,5 сантиметров. Это произвольный лепесток, вы можете делать его как больше и меньше. Разрезаю лепесток. И буду вклеивать проволоку. Проволоку вы можете вклеивать как во весь лепесток, так же только снизу, для того, чтобы его просто снизу выгнуть, и он не торчал вверх. После того, как вы нанесли клей, старайтесь очень быстро приклеить проволоку, чтобы у вас все хорошенечко приклеилось, и хорошо прижимайте. Приклеили, и теперь вырезаем форму самого листа. Форма также делается произвольная. После этого я немножко ногтем делаю, так сказать, прожилки, делаю его более объемным. Сделали заготовки листа и серединки, а теперь сами лепестки нашего цветочка. Они делаются все одинаково. У нас будет два размера лепестков, одни большие, а вторые маленькие. Размер маленьких лепестков 5 на 1,5 сантиметра, но большие 7 на 2 сантиметра. Вырезаем все одинаковые формы и начинаем скручивать. Делю эти лепестки на две части и скручиваю сверху, для того, чтобы верх нашего цветочка был таким неровным. И тем самым каждый лепесток у нас будет индивидуальным и не похож на предыдущий. Выгибаю посередине, и таким же образом потом я скручиваю и большие лепестки. Единственное, когда я начинаю выгибать, я выгибаю так, чтобы мой лепесток начал смотреть вниз.
Но впоследствии работы вы поймете, как вы хотите, чтобы ваши большие лепестки были сильно опущены вниз, или наоборот вы сделаете, чтобы они были завернуты вверх. Это уже будете смотреть по своему желанию. Мне же хотелось сделать, чтобы мои лепестки висели вниз. Так сказать, придать своему цветочку немножко такой завявший вид. Видела где-то такой живой цветочек, мне он очень понравился, поэтому я решила сделать похожим именно на тот цветок. Ну а для того, чтобы саму ножку цветочка нам задекорировать, я также буду использовать гофрированную бумагу. Ну и не забываем про чашелистик. У самого подсолнуха чашелистик очень интересный, и там очень-очень много разных маленьких лепесточков. Я же это делать не буду. Я просто взяла полоску 7,5 на 4 сантиметра, сложила ее на 5 частей, вырезала листики и просто посерединке выгибаю. И потом я их буду приклеивать снизу нашего цветочка. А теперь начинаем собирать. Наносим на наши маленькие лепестки клей и приклеиваем их к серединке нашего цветочка. Приклеиваю свои лепестки друг к другу на одном уровне. Первым слоем у меня получилось приклеить 8 лепестков. И вторым слоем точно так же те же самые лепестки я буду приклеивать между лепестками первого ряда. Маленьких лепестков в итоге мне понадобилось 16 штук. Это 2 наших ряда. Также в зависимости от того, насколько сильно вы растянете бумагу, может поменяться и количество лепестков. В одном из цветочков у меня где-то было и 10 лепестков, в одном, по-моему, 7. Но это не важно. Главное, чтобы в итоге ваш цветочек был красивый. И таким образом аккуратненько приклеиваем 2 ряда наших лепестков. Если вдруг ваша серединка не очень хорошо закрепилась, вы также можете снизу нанести небольшое количество клея, чтобы она у вас не ездила в разные стороны по проволоке. А теперь начинаем приклеивать наши большие лепестки. Наношу снизу клей и приклеиваю я их очень близко к проволоке, также между лепестками предыдущего ряда. Пока мы будем их приклеивать, наш цветочек будет непонятной формы, но по итогу все хорошо потом мы повыгибаем, так сказать, доработаем свой цветочек, так как бумага податливая, и мы можем менять форму также в конце нашей работы. Ну и эти лепестки я приклеиваю также друг к другу. Тем самым я закрываю нашу коричневую серединку, и ее не будет видно. Я вырезала 10 лепестков, но по итогу мне понадобилось всего лишь 7. Все приклеили и приклеиваем наши чашелистики. Приклеиваем их также близко к проволоке. Убираем все ниточки, и вот такой красивый цветочек у нас получается. Теперь мы выгибаем все наши лепестки в том направлении, в котором нам больше нравится. Я, как уже говорила, буду их направлять вниз. Немножечко их растягиваю, чтобы они были красивыми, и буду декорировать до конца свою ножку цветочка. Беру полоску гофрированной бумаги, наношу капельку клея и начинаю обкручивать нашу ножку. Не забывайте, что также нам нужно приклеить еще и листик. Закрепляем снизу нашу бумагу, и наш цветочек готов. Мне очень нравится, как эти цветы смотрятся как самостоятельно в вазе. Также, я думаю, они будут очень красиво смотреться и в композициях, тем более, если их сочетать с какими-нибудь фруктами, такие как яблоки или тыквы. Поэтому тут включаем фантазию и делаем композиции. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!